Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть Manor Lords. Мы будем сегодня развивать второе поселение и заниматься развитием города. Наша задача пережить зиму. После зимы мы будем строить второй город, из которого будем добывать металл. Этот металл мы будем присылать в наше основное поселение. У нас полностью засеяно одно поле. И мы опытным путем выяснили, что нам не хватает количества людей, которые занимаются полями. Буквально практически одна житница на одно поле получается эффективно. С этой стороны у нас есть второе поле, которое также одна житница вот обрабатывает, грубо говоря, 1,5 поля они обработали. Едва. Вот, и у меня такое ощущение, что есть проблема с подносом этой ржи. То есть склад должен где-то в центре, я так понимаю. Ну или нет, я еще здесь один склад поставлю. Который будет также заниматься распределением товаров. Ну и мельницу, я думаю, мельницу можно куда-нибудь по центру перенести. И пекарню тоже, чтобы это было центральное состояние. Игра немножко подвисла из-за того, что началась зима. Это уже тоже опытным путем установлено. Если переключиться на диспетчер задач, ее сразу отпускает. Да, более-менее отпускает. Что я сделаю? Я вот эту ветряную мельницу заберу отсюда. Установлю на ней работы. И остановлю работы в печи. Переставим сейчас это дело. Правим их куда-нибудь ближе к центру, так чтобы с обоих складов, с этого и с того у нас работала мельница. Думаю, мы вот где-нибудь здесь поставим дорогу. Здесь у нас будет стоять мельница. Так. И печь. Это будет гораздо эффективнее. Здесь у нас все товары. Амбары. Надо еще один склад поставить здесь. Надо ли нам склад? Ну, думаю, да. Амбар и склад. И будем наращивать количество житниц. Здесь идет строительство.
строительство, строительство. Количество людей увеличивается. Тоже строительство продолжается. Все строится. Февраль. Ну что, февраль месяц. Здесь у нас все строится. Пойдем смотрим. Вот в этот. Что у нас здесь хорошего? У нас есть железо, животные дикие, грибы и лес. Да, немного камня. Лес, лес. Глина. Ну, основное это вот железо. Вокруг него будет крутиться. Нам здесь надо поставить палатку, лагерь поселенцев. Давай его сразу прям как-то поставим так, чтобы было и к животным они ходили. Нейтрально было расстояние. Хоть вот здесь попробуем поставить. Естественно, я буду выбирать максимальное количество. У меня есть все эти средства. Сразу с хлебом будут базовыми запасами. Вот. Поселились? Селились. Ну, естественно, вот это все разбросано. Надо сразу строить склады, дома и собирать небольшой городок. Я как бы хитро делать не буду, я сразу построю сетку. Прям вот так, крест-накрест, с запасом. И здесь сразу нужно будет сделать жилые дома. Рынок, естественно. Делаю с запасом, с небольшим, я буду потом эту дорогу продолжать. Так как жители еще в феврале не будут мерзнуть, надо сразу 5 домов. Как бы даже бесспорно не обсуждается. Единственное, что надо их делать с хозяйствами сразу. А вот с этой стороны. Чуть. Небольшими хозяйствами. Раз, два, три, четыре. Мало. Давай заберем больше. 4, 5. Как раз идеально. Вот 5 домов будет. Или это все построят. Дальше нам нужно будет собирать грибы. Мы их будем по-любому собирать. И собирать лес. Потому что строиться здесь как бы по-любому придется. Вопрос, в какую сторону мы будем лес вырубать. Здесь животные, здесь грибы.
Ну давай мы их вот с этой стороны будем лес рубить. Сразу здесь же дровосеков. Сюда можно. И будем как бы тоже не сильно торопясь, но жечь уголь на дрова. Так. Жечь дрова на уголь. Ехали строиться. Колодец, это каменоломня. Нам надо колодец будет для жителей. Я не вижу вообще грунтовой воды. Да, ее еле видно из-за снега. Вот она. Вот она водичка грунтовая. Да. Можно сделать такой прикол вокруг колодца, дорогу. М. Подвисаем чуть-чуть. Где у нас грибы? Грибное царство. Да ладно тебе подвисать. Мгм. И тут у нас где-то здесь. Пока на паузу поставлю, подвисает сильно неприятно. Тут будем грибы собирать. Еще нам нужны склады. Наши центры. Я думаю, где-то... Да вот где-то рядом с рынком. И рядом с промзоной сразу же. Да, оперативно так стройка идет, когда у тебя ресурсы есть. Сразу тебе амбар и склад, и еда пока еще присутствует. Да? Где у нас будет вырубка леса? Так бы в районе, чтобы не трогать животных и не трогать грибы. Здесь будем рубить. Есть такое. Теперь увеличиваем количество жителей. Сейчас еще пара бревен, и мы добавим еще жителей. Хорошо. Пойдем теперь посмотрим во второй регион.
Можно как-то переключиться? Понимаю, быстро никак не переключишься. Хм. У нас здесь 10 семей образовалось, которые нужно определить. Мы их определим. Он говорит, слишком крутой. Ничего страшного. Нормальный склон. Пич отправим, как всегда, кого-нибудь. Часть припасов, говорит, испортилась. Где? Где? Ну вот они. А вот интересно, время идет только в этом городе или во втором тоже параллельно? Ну, я, в принципе, помню, что я оставлял во втором городе. Подождем месяцок. Посмотрим. Там жители должны прибавиться. Ну вот, житель пришел. Вертится. Значит, все-таки там нормально. Вот оно. То не жители. Стало быть, и наша заимка собирателей. Будем здесь собирать. А вот животные... Ну, животных я не хочу отсюда смещать. Они куда-нибудь побегут. Да, куда хочется. Просто сделаю дорогу вокруг них. Чтобы я, не дай бог, не застроился. Это на центре. Ты поставлю здесь, собственно, охотников, которые будут заниматься выборкой. Хотя одной хватит. Вот. Кто здесь по домам? Все. Укрепляемся. Так, там хозяйство второго уровня построилось. Так, переключимся, посмотрим. Здесь у нас достраивается все потихонечку. Здесь жители селились. Здесь пока потихонечку заселяются по одному. Я хотел посмотреть церковь. Пока не хватает ресурсов. Эту штуку еще нет. Все переполнено. Что-то тут особо не сделаешь. Здесь у нас все заколосилось. Скоро уберут. Вот это вот все нужно будет, чтобы они перемещали на основные склады, на центр. Так, что у нас? В принципе, здесь процесс пошел. Будем увеличивать количество житниц. Да, игра сохранилась. Отлично. Справляются с ягодами, никуда не деваются.
Здесь нам надо на мельницу людей отправить. И в пекарне уже люди работают. А на большом складе надо разрешить доставку сюда материалов. Этих нет. Но вот эти материалы нам нужны. Тогда мы сможем сюда присылать все остальное, они будут забирать потихоньку. Это будет оставаться на складах в житницах. Да, людей количество увеличивается, налог, соответственно, растет. Кто там вертится? Появился новый. У нас еще один дом не заселен полностью. Еще одна семья прибудет. Так, давай не подвисай, пожалуйста. Когда мы отправим на лагерь охотников кого-нибудь и, соответственно, будем дичь собирать. Сколько там дичи? 16 максимум. 15 пополам, это будет 8. Значит, вот так. Итого у нас здесь собирается еда и топливо. Надо яму пильную поставить, доски делать обязательно. Что нам еще нужно? Камни нам сейчас не нужны. Вот карьер пора выкопать. И достаточно товаров. Понятно. Факторию надо поставить. Сразу факторию. Дорога будет. Где Королевский тракт? Вот у нас Королевский тракт. Им соединиться. Интересно, мост будет? Да, будет мост. Но доски нужны для моста. Так, что у нас? Ставим в пильную яму кого-нибудь. И делаем запас. Обязательно запас бревен, чтобы оставался. Остальное можно на доски перегонять. Теперь фактория. Фактория. Склады, вот фактория. При фактории нам нужны пункты погрузки. Ставим 2. Очень удобно, если мы будем скот закупать сами, не ждать по 3 месяца. И для фактории нам нужны будут еще привязки обычных стоил. Лошади нужны будут. Это мы сделаем. Что у нас? У нас появились вот шкуры. То, чего нет у нас, кстати, в том городе, во втором. Во втором городе у нас есть тоже шкуры, но козьи. Немножко другое. Ждем, пока досок количество увеличится. Да. Здесь нужно увеличивать. И да, нам нужны деньги. Денег у нас не так много. Это вот 150, и это немного. Нужно что-нибудь продать. Ну, у нас как бы здесь на продажу может пойти металл.
Промышленность, добыча. Достаточно товаров. Доски надо еще 2. Давай, делай. Делай доски. Кстати, можно не одну поставить. Сколько влезет? Сколько их здесь влезет? Ну, по идее, можно 4 попробовать разместить. Прям в идеале. Выбрать сечение и как-то так. Начнем мы, конечно же, с одной. Давай мне еще 2 доски. Ну что так долго, а? К 2. Мне же надо немного. Просто сразу все ресурсы и все. 1, 2 вот станет. Да, вот здесь вот сейчас еще 1 станет. Максимум 4 должно получиться на этот пятнышко. Да, вот она становится прекрасно. Так, поближе. Вот. Получается, максимальная выработка будет, когда все 4 шахты будут заполнены рабочими. Это будет наш источник металла во всем регионе, причем бесконечный. Остальное это соберется. Здесь сразу надо ставить склад побольше. Да, и 50 монет как раз. Можно сразу шахту апгрейдить. На все деньги, как говорится. Сколько здесь всего получается людей? Максимум 3. Значит, 12 семей может работать. Хорошо. Металл. Ну и вопрос, будем его гнать сырьяком или не очень? Посмотрим. Это все достроят. Ну, по сути, надо какое-то количество населения здесь не слишком большое, но и не слишком маленькое, а ровненько, чтобы хватало. Все у нас получится. Начнем вот с одной семьи. Так, а на основном складе нам металл не надо собирать. Вот так. Вот. И как только у нас появится металл, мы его будем сразу продавать для того, чтобы развить остальную часть. Так, так, так. Что у нас здесь есть? Это продукты, понятно. Естественно, металла нет. Нам сыряк металла есть. Вот он, сыряк металла. Это мелкие торговые операции. Будем его вывозить сейчас. Пока что давай, например, вот до 20 штук оставлять себе. Остальное на вывоз.
Это будет наш капитал. Так, по жителям сейчас все распределены, одни на строительстве только. Здесь надо обеспечить максимальную эффективность. Углевыжигательная печь. Так. Тут надо нам расширить склад. Это тоже желательно сразу расширить. Там наша заимка. Щит. Ну и пожалуйста, у нас здесь потихонечку копится. Копятся шкуры потихонечку. Сейчас склад расширится, шкуры перенесут. Пойдем посмотрим, что там у нас во втором городе. Так, а что у нас здесь? У нас вот есть житница, которая застроилась. Загоняем сюда максимальное количество людей. Ставим область обслуживания. Так, чтобы все 3-4 поля захватить в этом районе. Да. Теперь дальше что? И 2 дома можно проапгрейдить. Подожди, я же собирался досок собрать. Посмотреть, как мы будем работать с церковью. Вот здесь сейчас не хватает только воды. 10 ведер. Что бы это ни значило. А мы вообще можем понимать, что такое ведра с водой? Нет, это не то, что можно сложить на складе. Вот у нас шкуры собрались с домашних хозяйств. Ну, кстати, вот это известь. Это не ведра с водой. Это именно известь. Я понял. Значит, известь нужно найти в регионе будет. Ее просто так нигде нет. Угу. Хорошо. Хорошо. Ладно, пока, значит, церковь погуляет. Что у нас здесь? Здесь мы трудимся. У нас еще 8 семей свободных. Тогда мы будем трудиться в 2 раза сильнее. Стоп, поля нет. Нам житница еще одна нужна. Будем житницу строить и будем еще поселять людей. Что там по поводу извести? Где ее вообще брать? Что это такое? Клей. Клей. Сальт, соль. Богатые залежи. Может быть вместе с глиной? Так, и вопрос. А есть у меня здесь какая-то справка? Нет. Есть каменные изделия. Знаю. Пока не знаю, понаблюдаем. Может где-то попадется. Что у нас тут? Декабрь месяц. Есть железо. Что тут по фактории? Фактория. Ты торгуешь? Не торгуешь.
Поехали, должно вывозить начинать. Я людей не назначил было, да? Как обычно, декабрь, и мы подвисли. Всё? Подключили? Фактория, фактория. Надо еще люди. Так, мало. Не справляемся. Тогда мы сейчас вот здесь вот поставим еще. Ну, я думаю, вот сюда, в эту сторону. Только домов. Небольшими хозяйствами. Там видно плохо. Крайне плохо. Ну вот здесь видно. Да, есть везде. Нужны двойные. 4, 5, 6. 6 хозяйств будет, да? 6 хозяйств это еще, если мы их делаем, раздвоим. Семей это достаточно хорошо. Грибы накопились. Грибы накопились. Денежка уже потихонечку пошла. Значит, скоро сможем уплотниться по торговле. Тут склад можно расширить. Так, к торговле скотом. Сейчас придут люди и будем уплотнять скот, торговлю, решать. Ставлю пока на паузу. Зима зимовая. Так, сохранимся. Смотрим на регион. Что у нас еще здесь есть мощного в регионе? Это что такое? Камни. Камни. Это что? Глина. Здесь глины много. Много ягод. Животные. Снова глина. Ну, хорошо, хорошо. Вот есть много соли. Много рыбы, много соли. Давай мы вот этот регион возьмем с солью. Еще просто накопилось влияние, можно его забирать. Потом можно будет взять регион с глиной и с животными. Здесь немножко глины заберем. Ну и пока... Что мы здесь пока сделаем? Кстати, вот строится. Строится, кто-то носит сюда. По крайней мере, материалы кто-то носит. Нет, ну мы сейчас кого-нибудь освободим, например, вот со сторожки дровосеков пусть строятся.
У нас в этом городе сейчас. Да, вот взяли еще один регион, третий. Пока на паузу стану. Есть житница, в которую нужно засадить людей. И этой житнице нужно обязательно дать область работы. Зимой видно плохо, но я думаю, видно. Теперь у нас по 2 житницы. Будем наблюдать, будут ли они справляться. Здесь у нас дома готовы к рейду. То проапгрейд. Я закончить. Кстати, раз мы здесь камнем торгуем, мы можем доски перестать в таком бешеном количестве производить. Давай, допустим, делаем ограничение на производство досок. Ставим здесь 100 штук, и нам пока хватит. Будем держать в пределах 100. Можно вписать. Перестанем их торговать. Просто не будем торговать досками. Камень падает в цене. Но он бесконечный. Мы можем... Нам какая разница, сколько его вывозить. Факт тот, что мы его вывозим и постоянно получаем прибыль. Хоть по единице за штуку. И дрова мы перестанем вывозить. Достаточно. По дровам мы сделаем тоже ограничение, чтобы склады не переполнялись. Скажем, что нам сотни достаточно. Тогда у нас сможет земля немножко отдохнуть. Здесь тоже можно... мы ничего не сделаем. Нам только область указать, где мы можем ковыряться. Ну, давай вот вокруг этой области и будем ковыряться. Лес вырастет. У нас вырастет лес, и мы сможем цикл продолжить. Пока на паузу стану. Что дальше у нас есть? Кузница и горн заработают, когда начнут привозить сюда железо. В каменоломни можно отправить чуть больше людей. Иду. Чая набрать надо, потому что горло болит совсем. Семьи прибывают, да? Там у нас весна, можно третий регион забирать.
Здесь мы будем ставиться где? Вокруг рыбы, наверное, да? Рыба, соль, наше все. Да, приехали. Вот у нас соль, у нас озеро. Соль и озеро. Много глины, немного леса, много камня. Грибы. Грибы, грибы. Что, станем вокруг озера. Что это такое? Осадный лагерь. Элемент игры еще не доделан, понятно. Станем мы, наверное, вот здесь. На все деньги. Королевский тракт у нас здесь проходит. Вот так вот сделаю. Соль будет здесь. Там он еще один королевский тракт. Вот будет еще дорога. Вот так. Можно будет еще тут так вот разрезать. И что дальше? Дальше нам надо колодец. Понимать хотя бы, где он. Здесь. Здесь колодец. Это вот ерунда с дровами. Пусть будет где-нибудь вот тут. Дальше что? Дальше жилые дома. До колодца так впритык поставим. Поставим. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть вот сюда. 3 дома здесь. Поставим вокруг колодца какую-нибудь дорогу. Вообще не очень красиво получается. У нас получается 6 домов. 4, 3, даже 7 домов. 4, 5, 6, 7, да. Рынок. И вот тут рынок будет. Прекрасно. Так пойдет. Давайте, стройте. Тут же промсклад сразу. Пищевой склад. Да? Рыбку ловим. Грибочки собираем. Где там грибочки наши? Грибы. Вот они. Тут прям как-то... Так опрометчиво. Разнесем вокруг грибов дорогу. Как разметочную зону. Нам надо к Королевскому тракту и желательно вообще к нашему поселку вот сюда добраться. Да хорошо, хорошо.
М? Красно. Что нам нужно, чтобы жителей увеличить? Конечно же, дрова. Не дрова, а бревна. Клады сразу должны заработать. Куда ж без них? Ну, здесь тоже надо область все-таки ограничить, потому что рано или поздно доберемся до грибов и снесем их. Можно в этом районе спокойно работать. Вот так. Здесь нам понадобится дровосеки, пильная яма обязательно. Да, часть испортилась, я понимаю. Есть такое. Что у нас еще необходимо? Того всего нет. Это что у нас? Пильная яма должна заработать. Увеличиваем сразу количество населения по классике жанра. Рыбаки работают. Переработают. Ну и что, где? Грибы собираем. Ну это будет долго. Будет хождение по мукам к этим грибам. Нужно было их не собирать. Ну да, процесс идет. В пильной яме есть кто? Никого. Уже ставим ограничения по бревнам. Штучек 20. По доскам ставим тоже 100 штук ограничения. Надо, кстати, сделать здесь вот тоже ограничение. Сотни достаточно. Что у нас здесь? Денежка уже появилась, можно апгрейдиться. А сюда людей. Селились. Что у нас здесь по апгрейдам? Мы металл добываем. Значит, нам выгодно его максимизировать. Это добычу металла. Это что? Кузница. Ну, кузница 20%. Это что такое? Занятое хозяйство денежку приносят. Это камень. Бронники 20%. По сути, кузницу здесь выгодно строить, да? Что кузница? Кузница делает инструменты. Давай сначала построим эту кузницу, а потом посмотрим.
Давай кузницу. Горн построим, кузницу. Сарай кузнеца. Тот ли это сарай, который делает? Надо ли нам это? Нет, но выгоднее, наверное, не сырой металл продавать, конечно же, да? Конечно, выгодно продавать готовые изделия. Дороже. У нас здесь... Вот, мы справляемся с полями. Весьма даже неплохо. Теперь у нас есть стабильность при росте. Рожи. Вернее. А как насчет второго? Ну, здесь мы вспахали, еще не засеяли, ладно. Август месяц, конечно. Могли бы обработать. Работают. Перья. Перья. Так. Справляетесь? Или идет переполнение? Я не вижу переполнения. Процесс, значит, справляется. Это сейчас у нас как бы на пике. Потом поля потеряют эффективность, и им нужно будет дать время погулять. По избыткам пищи у нас нормально. И влияние довольно быстро растет, потому что 3% от избытка это довольно много. Что у нас по рыночным разборам? Пища. Пища и товары общего потребления. В амбаре у нас копится что? Ну, кстати, мясо не копится в амбаре. Вот эта штука, шкуры копятся. Мы здесь можем по шкурам сделать сыромятню. И поработать с ней. Бегают как на склад. Интенсивно. Там, что у нас здесь? Что мы можем предложить? Можем ли мы уже раскопать соль? Пока нет. У нас пока нет достаточного количества досок. Но процесс идет. Торгуется еда. Ну, не торгуется, доставляется, если быть точным. Я это не распределил. Да.
Дровишки у нас будут. Тут собирается. Факторию надо ставить. Где наша фактория? Каждый раз забываю, где фактория должна быть. Фактория, пункты погрузки. 2. Почему 2? Ну потому что 2 города. Ну, не знаю, мне так хочется, просто 2. И валы тоже будут 2. Тоже будем закупать скот. Где там наш скот? Пункт торговли скотом, вот он. Так, не торопись. Не взрывайся. Ну давай, тупи. Подходим и останавливаемся. Вот так. Так. Да? Пожалуйста. Застройка уже практически намечена. Это уже половина успеха. Здесь, конечно, дорога не сильно перфекционистски, но извините. Вот у нас Королевский тракт. У нас будет соль добываться. Тоже в бесконечном количестве. Нам нужны доски. Нам нужны доски. Да, сейчас мы проапгрейдимся. Там у нас припасы при непогоде испортились. Получается, у нас не успевают люди это все собрать. Часть припасов портится во время дождя. Да? Да, что есть, то есть. Что у нас здесь? У нас здесь к апгрейду дома готовы. Увеличиваться и апгрейдиться. Эти склады, я смотрю, пассивно стоят, не задействованы никак. Вот эти боковые. Так, у нас вот еще. Это еще домик можно грейднуть. Порядок. Поехали дальше смотреть, что у нас по регионам. Этот регион. Что у нас здесь? Есть еще места для жителей. Мало еды. Что мы можем сделать? Мы можем как бы обменяться едой.
Можем не обмениваться. Где мы можем здесь еду взять? Кроме как ее купить, например, да, или завести из другого региона. Где? У нас есть денежка. Но мы можем, конечно, хозяйство сделать для себя. Пример. Смотрим, что мы тут можем. Курочек вот можем завести. Или свинюшек. Давай проэкспериментируем, заведем курятники. Курица это, по идее, там будет мясо и яйца. Ну, мы сейчас на все деньги возьмем себе курятников. Книжка закончилась. Должно разгрузить немножко. Ну, просто автономия тоже нужна, мало ли. Быть на подсосе у другого города, конечно, заманчиво. Заманчиво. Ну вот курятничек. Курятничек, там яички будут. Мясо будет. Так, здесь тоже надо поставить ограничение, чтобы, например, не более 100 было. Остальное можно слить. Куда это можно слить? Да, и да. Можно вывести остальное до 100 один раз. 20-очку только надо будет потратить. Или вообще не вывозить, а рано или поздно его сожгут, этот уголь. Не буду вывозить. Просто его сожгут и потом доработают еще до 100. Сторожка дровосеков работает, не работает. Здесь просто уже как бы запас большой, можно не делать чего со сторожкой в данный момент. Нас вот интересует пункт торговли скотом. Мы сюда посадим человечка одного. Когда у нас денежка появится еще. Что у нас есть? У нас есть горн. Горн пусть работает. Мы перестанем торговать металлом. Давай пока его перестанем просто торговать. Не торгуем. Подождем, пока металл переварят. Потом переварим его в какие-нибудь заготовки. И заготовки уже будем рассылать по региону по запросу. У меня еще один регион доступен. Я не откажусь его забрать. Перезаписать. Давай заберем. Какой мы еще регион заберем? Красный это мои регионы. Остальные это гуляющие. Что это? Камни, мясо. Вот глина королевская. Ягод много. Давай его возьмем. Так довольно хорошо, быстро копится влияние, можно все регионы достаточно быстро забрать. Ой, сейчас начнется завесон. Прям вот как пить дать. На зиму сменится и привет.
Кабрь пошел. Так, ну что, вот курочки. Что нам курочки дают? А не видно. Ну как, можно посмотреть, конечно. Рынок. Вон яйца по домам появились. Пожалуйста, вот распределение яйца и грибы. И уголь. Ворн работает, заготовки делаются. Зависли. Каждую зиму завесоны. Ну что, заготовки. Заготовки тоже хорошо. А вот тут у нас инструменты. Я, насколько понимаю, нам заготовки нужны будут еще для чего-то более полезного, чем просто инструменты. Давай мы будем делать часть инструментов. Например, возьмем сюда семью. Вот, и будем здесь изготавливать какой-то лимит по инструментам. Например, чтобы у нас всегда было 20 штук. Да. Что там по региону с глиной, который... Вот он. Вот она глина, наша цель. И ягоды. Тогда мы здесь вот встанем, возле глины недалеко, вот в этом районе город построим. И пока не могу ничего строить, пока не поставлю лагерь. Конечно, на все деньги. Это ж работает. Есть лагерь? Есть. Также делаем дороги. Я специально делаю крест-накрест, чтобы здесь вот хвосты были, потом их не искать. Да. Что у нас здесь? Жилье, вода. Вот ближайшая вода. Значит, здесь вода. Тут будет рыночек. Сразу дома жилые. Так вот, да? Пойдет. Можем построить еще лесорубку. Можем. Я как-то не глянул, хватит, не хватит от домов, фиганул. Пока все это происходит, надо еще склады всунуть. И склады. Ну, давай где-то вот тут их. Достаточно товаров. Но бревно осталось. Я вообще прям тютенько в тютеньку попал. Наши припасы портятся. Конечно, зима. Снежно, мокро.
Опа, вертится, еда заканчивается. Вот это вот вопрос. И вертится. Вот у нас вертится. У нас начинается небольшая жопонька с едой. Куриные яйца, видимо, не вывозят. На 2 месяца осталось. Не, ну я думаю, вытянем. Диких зверей можно выбить немножко. Давай выбьем их до 4 штук. Этого намного не хватит. Нам надо решать вопрос с едой более радикально. Выбил до 4 штук. Теперь возвращай обратно к 8.